Всем привет! Всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Фронтиры дали новые пушки за недавний ивент. Сейчас вам все расскажу, что с ними да как. Заваривайте попить, покушать, и напоминаю, что вся информация выходит раньше в моем телеграм-канале, а видео выходит раньше на моем бусте. Ссылочки на это все в описании и закрепленном комментарии. Немного про характеристики данных орудий. Урон у этой пушки 59,1 урона в секунду. Это больше, чем у четвертой усиленной многостволки в 5 гаек. И на секундочку, у четвертой многостволки по цифрам 37,3 урона в секунду. Плюс, не забывайте про последовательность фазирования. Эта штука пробивает щиты насквозь, и 10% урона становится абсолютным уроном и ломают уже корпус сквозь щиты. Так, что по характеристикам? Очень даже неплохо на первый взгляд, но такие пушки у некоторых людей были до этого. То есть, у кого-то на руках их 4, как у меня, и это выглядит очень вкусно, учитывая размер этого оружия. На питоне МК2 и Корсаре встает на ура, и при этом остается еще 2 орудийных слота. Но у нее есть минусы. Это небольшая дальность, на которую вы сможете попадать всеми снарядами. Маленький боезапас и задержка на раскрутку орудий. Так что это не имба, но очень неплохое вооружение. И не стоит забывать, что сделать этим пушкам эксперименталку зажигательные снаряды не получится, и урон у вас будет кинетический, к сожалению. Но 4 такие пушки наносят урона больше, чем 6 четвертых многостволок с 5 гайками в усиление. А это очень неплохие цифры. Если у вас таких пушек только 2, то использовать их могу порекомендовать только, наверное, на Кобре МК5. И плюс установив к ним многоствольное оружие-убийца. Просто нужно, чтобы корабль был маневренный, и у вас нормально получалось держать близкую дистанцию. А это километр против больших кораблей, метров 500-600 против средних кораблей и метров 300-400 против мелочи. И да, с мелочью будут прям проблемы, но не везде. Потому что NPC в разных местах имеют разное значение ХП. Если что, да, NPC у нас могут быть заинженерены. К примеру, противники в обычной зоне добычи разваливаются только в путь, и никаких проблем ни с кем там у вас не будет. Но если вы захотите пойти выше, из серии зоны конфликта или высокоуровневые пиратские сигналы, то там вы столкнетесь с тем, что урон вы вроде как наносите, но боезапаса на много противников не хватит. И если что, теперь уже видеоряд идет из пиратских сигналов. Итак, место довольно непростое, и кажется, будто на плазме с рельсами по времени занимает плюс-минус столько же времени на уничтожение одного противника. Ну и плюс по мелочи проще попадать. Если вдруг вы захотите в ПВП попробовать это вооружение, то готовьтесь к тому, что вам придется прилипать к противнику. К примеру, на стриме я решил попробовать это вооружение против игрока на корвете. В итоге снес ему щиты, а на момент снятия щитов у него не было уже половины корпуса. Корабль был заинженеренный, конечно же, но без щитонакопителей, так что довольно спорно получается. Если бы были банки щитонакопителя, то тут вопрос в том, успевал бы я их сбивать, поскольку поставить к этим 4 пушкам рельсы на сбитие банок не проблема. И не стоит забывать, что все ваши противники будут, конечно же, маневрировать, пока вы по ним стреляете. И если против вас будет Фердиланс или Питон МК2 на таком вооружении, то будет неприятно, говорю сразу. Но в большинстве случаев их собирают с маленьким количеством корпуса, что будет вам в плюс, так как вы его разбираете сквозь щиты. Но опять-таки все зависит от фита и скилла игрока, что одного, что второго. Так что если будете попадать, будет хорошо. Не будете попадать, будет плохо. Но так со всем вооружением. Попадать легко. Попадать всеми снарядами из этих пушек тяжело, потому что нужно быть очень близко. Давайте по-простому. Стоит ли использовать такие пушки, если у вас их только 2? Да, стоит, но только, наверное, на Кобре МК5 летать. И в ПВЕ. Потому что в ПВП я бы взял бы лучше другой фитец. А другое вооружение на нее какое брать, подробнее говорилось в элитном обзоре про Кобру МК5, если что. Стоит ли использовать их в ПВЕ контенте, если у вас их 4? Да, стоит.
В зонах добычи очень хорошо себя чувствует эта пушка, просто великолепно. Стоит ли использовать в местах посложнее? Да, но все же вам придется синтезировать частенько боезапас. Если вас это не пугает, то пожалуйста. Буду ли я летать на них? Скорее нет, чем да, потому что есть плазма с рельсами. Стоит летать ли на ПВП? На таких пушках? Скорее нет, так как вам может попасться человек на реверс-корсаре, к примеру, и удачи просто вам гоняться за ним и ждать, когда вы сможете нанести ему урон на расстоянии меньше километра. И еще момент. Не забывайте, что у нас есть комфортные сборки на многостволках и очень комфортные, долгоиграющие сборки на лазерах и топливных рельсотронах и топливных плазмах. Пушка сама по себе-то имба и предлагает характеристики, которые не предлагает никто. Такую не сделать и никак уже не получить. Но эту имбу еще нужно уметь правильно реализовать. Так что не расстраивайтесь, если у вас нету этих пушек. Но если фронтиры сделают еще какую-нибудь цель сообщества, он же ивент, где в награду будут такие пушки, то это тогда уже будет просто жопа. Пишите, что вы думаете по поводу этого вооружения и сколько его у вас. Будет очень интересно почитать, как вы его используете после его появления. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся в космосе.